Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться тех, кто еще не подписан, и поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 26 декабря и киевское время 17 часов. Итак, обстановка. За прошедшие сутки противник нанес 1 авиационный и 5 ракетных ударов. Совершил более 40 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовская, Стельмаховка, Площадка, Невская, Краснопоповка Луганской области и Веселая, Яковлевка, Солидар, Бахмутская, Подгорная, Бахмут, Курдюмовка, Водяная, Красногоровка в Донецкой области. Ну, то есть ситуация остается без особых изменений. Огненная дуга на Донбассе продолжает гореть. Линия фронта фактически за прошедшие сутки не двигалась ни в одну, ни в другую сторону. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие вдоль нашей государственной границы. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях ведутся обстрелы нашей территории. Есть жертвы среди мирного населения и есть повреждения объектов местной инфраструктуры. Купянское и Лиманское направление. Враг нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов. Продолжаются оппозиционные бои в лесах в районе Кременной. Да, там большие лесные массивы, и там вот за эти лесопосадки, за каждый квартал этой лесопосадки идут ожесточенные бои. Враг перекинул значительные силы в данный сектор, в том числе зэков и бойцов частной так называемой военной компании «Вагнер». И пытается отбросить наши силы из районов Площанки и Краснопоповки. Вот такая там складывается на сегодняшний день. То есть они пытаются атаковать, практически встречное движение войск. Мы пытаемся их выдавить с этих позиций. Они то же самое за счет численности пытаются выдавить нас с этих позиций. Кстати, распространенное на различных средствах массовой информации сообщение о взятии Кременной не соответствует действительности. Поэтому ждите официальных источников или проверяйте тот источник, который вам это сообщает. Ситуация на данном отрезке фронта остается очень сложной и напряженной. На Бахмутском направлении в Опытном ситуация существенно ухудшилась. На многих участках от Спорного до Майорска враг начал серию атак. То есть, если мы в прошлые сутки говорили, что есть какое-то снижение боевой интенсивности за прошедшие сутки, то сегодня за прошедшие сутки боевая интенсивность нарастает. Враг старается как можно сильнее, как можно чаще атаковать наши позиции. Авдеевское направление. Противник обстрелял позиции наших войск и более 20 населенных пунктов. Все вдоль линии фронта в Донецкой области. Ну и продолжаются самые ожесточенные бои на этом направлении, продолжаются в центре Марьинки. То есть центр Марьинки, я так понимаю, он под нашим контролем, и российская артиллерия пытается нещадно его сравнять с землей для того, чтобы мы вышли оттуда и прекратили там обороняться. Новопавловское, Запорожское направление. Здесь позиционные бои и взаимные обстрелы, обмен артиллерийскими ударами, авиационными. В общем, ситуация остается более-менее стабильная, контролируемая, и идет позиционная война. Херсонское направление. Противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль берега реки Днепр. Пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонской области и сам город
Херсон. Ну, посмотрим. Пока, слава богу, данных об увеличении количества жертв, которые были позавчерашний обстрел центра Херсона, пока нету. Все живы, тем, кто пострадал, оказывается медицинская помощь в соответствующих учреждениях. Противник продолжает нести потери. Так, в городе Старобельск Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь за последнее время доставлено около 50 тяжело раненых военнослужащих врага. В городе Горловка Донецкой области из-за нехватки донорской крови всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику. То есть у них уже даже такое, даже принудительный сбор крови с медработников, ну, чтобы далеко не ходить. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения и другой военной техники противника. А наши артиллеристы и ракетчики поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника. Вот такая вот обстановка сложилась на всей линии фронта от Харькова до Херсона и на других направлениях на севере нашей страны. Вот. Она тяжелая, особенно на Донецком направлении, но в принципе она остается более-менее стабильной, и фронт стоит на месте, не двигается ни в одном направлении. Ну, а теперь немного о военных и военно-политических объектах, точнее событиях, которые происходят в Украине и вокруг нее. Сегодня очень интересно началось утро. Сегодня понедельник, мы, как обычно, ждем уже с вами нас. Ожидание понедельника — это всегда какой-то нехорошего сюрприза, типа ракетного обстрела массированного и так далее. Но сегодня произошло все ровно наоборот. Сегодня какой-то в Российской Федерации такое впечатление, что отмечают День ПВО. На аэродроме в Энгельсе сегодня ночью произошли хлопки, взрывы, есть повреждения. Российские средства массовой информации говорят о том, что сначала говорили, что якобы украинский беспилотник, который был вроде бы как сбит. Потом про беспилотник забыли, сказали, что у него были 2 ракеты, он их выпустил. Одна попала в объект, погибло 3 военнослужащих, ранено 4. Но взрыв, скажу вам, судя по видеозаписям, взрыв был очень сильный, во что-то попали, такое, кто попал, тоже пока непонятно. И какие конечные повреждения, об этом мы еще будем говорить. Там есть уже в комментариях описание более подробное. Не знаю, насколько оно правдиво, но я вам его в конце этого видео зачитаю, что пишут местные о том, что произошло на этом аэродроме. Курская область, воздушная тревога в течение дня и слышно хлопки. Белгородская область, воздушная тревога, слышно хлопки. Что там и где хлопало, сейчас уточняют. Пока более подробной информации про Курскую и Белгородскую область на данный момент еще нету. Ну а Энгельс, я напомню, это порядка 800 километров от границы Украины. Поэтому и примерно такая же ситуация была 5 декабря. То есть 20 дней, почти ровно 20 дней назад, 21, да, произошло аналогичное событие. С чем это связано и где российское ПВО? Кстати, россияне опять там задают этот главный вопрос. Где российское ПВО? Что и как могло пролететь над территорией Российской Федерации, вот, и ударить по... Кстати, один из самых важных аэродромов. Аэродром базирования стратегической авиации. Аэродром, на котором сегодня сосредоточено почти все, что может летать именно из дальней стратегической авиации. Это Ту-95 и Ту-160. Ну, посмотрим, как будут развиваться события дальше, какие повреждения получил аэродром. Кстати, в российских средствах массовой информации промелькнула еще более обновленная информация, что вот эта ракета, которую якобы выпустил беспилотник, она повредила пункт управления вот этой военно-воздушной базой.
или базой воздушно-космических войск Российской Федерации. Насколько это соответствует действительности, я думаю, мы узнаем чуть позже. Я больше чем уверен, что через день-два появятся спутниковые снимки типа компании Mirax, которые опубликуют их, и тогда уже все там с лупой в руках смогут внимательно рассмотреть, сделать свои выводы и дать оценку тому, что там произошло. Так что пока ждем уточняющей информации. И сегодня она в конце выпуска будет. В Мачулищах, да, я вчера оговорился, аэродрома в Мачулинцах нет, такого есть Мачулище. Вчера сгорел МиГ-31К, носитель ракеты «Кинжал». Ну, вообще, если очень глубоко покопаться в интернете, то можно найти такие данные, что под проект «Кинжал» Российская Федерация переоборудовала 2 самолета Ту-22М3, но почему-то их не используют для запуска этих ракет, что-то там у них не пошло. А вот МиГ-31К было переоборудовано 4 машины под запуск этой ракеты «Кинжал». Причем изначально предполагалось, что ракет на каждом самолете будет 3, одна под фюзеляжем, 2 на крыльях. Но на сегодняшний день самолеты могут поднимать только по одной ракете у себя под фюзеляжем. Так вот, интересная история с этими МиГами. Изначально в Беларусь прилетело 3 МиГа. И они базировались, кстати, на этом же в Мачулищах аэродроме. Потом месяц назад их решили перегнать кстати, даже меньше, когда были хлопки на аэродромах в Рязани и в Энгельсе, вот тогда их решили перегнать на север, где-то в Мурманскую область. В результате 3 улетело, 1 разбили. Он упал возле аэродрома, 2 долетело. Потом они вернули в Белоруссию, вернули 3. То есть, я так понимаю, этот 4-й был отремонтирован и пригнали, в Белоруссии находится 3. Но 2 поднимаются в воздух, а 3-й как-то летает намного меньше, согласно наблюдению белорусских партизан, он меньше вылетает. И вот в результате вчера на одном из самолетов, кстати, тот, который меньше всех летал, при попытке его использовать, поднять в воздух, у него загорелся двигатель. Теперь он долго не может летать. То есть осталось 2 МиГа, которые могут нести вот эту ракету «Кинжал». Он выведен из строя, во всяком случае не сможет летать в ближайшее время. Каковы повреждения, сказать пока сложно. Посмотрим. Может быть, белорусские партизаны нам что-то уточнят. Российское командование решает вопросы обороны. Мы понимаем, что вооруженные силы России будут переходить к стратегической обороне. У них нет другого выхода. Они исчерпали весь наступательный потенциал. Им нужна стратегическая оборона для того, чтобы хотя бы хоть как-то снизить интенсивность боевых действий с нашей стороны. Так вот, вчера в районе Херсона, на левом берегу, командование Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации и проводило совещание. Я так понимаю, это выездная какая-то коллегия была у них в плане, наверное, организации обороны левого берега. Там присутствовали офицеры Генерального штаба российских вооруженных сил. Но наша разведка сработала великолепно, и в результате этого совещания не закончилось добром. Мы накрыли их нашей артиллерией. На сегодняшний день есть данные, что только раненых более 70 человек. Из числа вот этих вот старших и высших офицеров, которые находились на этом совещании. Совещание проходило, для того, чтобы понимали, особенно те, кто знает местность, совещание проходило в районе населенного пункта Забарино Херсонской области. Там находился штаб российских оккупационных войск и проводилось вот это совещание. Количество погибших в ходе этого обстрела на данный момент уточняется.
Ну, скажу так, что более 70 раненых это уже потери сумасшедшие. Особенно для руководства Южного военного округа и руководства, которое прибыло из Генерального штаба из Москвы. Сегодня очень важный день для Украины в Организации Объединенных Наций. Как сказал Дмитрий Кулеба, наш министр иностранных дел, Украина сегодня выступит с предложением об исключении России из Совета Безопасности ООН. Впервые этот вопрос будет поднят официально на просторах Организации Объединенных Наций. Как это будет, какое это будет иметь продолжение или какие будет иметь последствия, мы об этом узнаем только позже. Но тем не менее, это впервые в истории Объединенных Наций ставится вопрос об исключении России из какой-либо организации, точнее из какого-либо подразделения Организации Объединенных Наций, тем более Совета Безопасности ООН. Как сказал Кулеба, мы официально выступим с такой позицией. У нас вопрос очень простой. Имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ: нет, не может. Это, кстати, вот то, что, помните, я вам говорил несколько месяцев назад, флешмоб, поучаствовать во флешмобе «Геть Россию из ООН». Как выяснилось, секретариат ООН скрывает, я просто напомню суть, секретариат ООН под грифом секретности скрывает документы, на основании которых Россия зарегистрирована как страна ООН. Есть подозрение, что Россия никогда не проходила процедуру входа в Организацию Объединенных Наций, а просто поменяв табличку, она использует юридическую базу Советского Союза. Хотя, допустим, другие страны, которые представлены, Украина представлена в ООН, мы прошли перерегистрацию, и мы являемся как независимое государство Украина официальным членом Организации Объединенных Наций. Мы эту процедуру прошли. Россия эту процедуру не проходила никогда. В Соединенных Штатах раздаются голоса о том, что если со стороны Белоруссии прилетит хоть что-нибудь, снаряд, ракета, не дай бог, то Украина имеет полное право ответить всей своей огневой мощью, которая у нас есть, на вот эти прилеты со стороны Белоруссии. Я думаю, очень своевременное и очень правильное заявление. Извините. Очень правильное и своевременное заявление в том контексте, что сейчас Путин продолжает беспрецедентное, на мой взгляд, давление на Лукашенко для того, чтобы тот отдал приказ на вступление белорусской армии в войну против Украины на стороне Российской Федерации. Поэтому пусть белорусы лишний раз задумаются, что прилетит ответка или не прилетит ответка. Будет война на нашей территории или она затронет и территорию Беларуси. Да, если армия Беларуси вступит, я считаю, что надо будет, мы имеем, во-первых, полное право, согласно законов и обычаев ведения войны, имеем полное право поражать противника на его территории на всю глубину досягаемости наших огневых средств. Так что отвечать будем. В Санкт-Петербурге сегодня проходит саммит глав СНГ. Он неформальный, или, правильнее сказать, проходит в неформальном формате. Может быть, тавтология получится, но тем не менее. Дело в том, что он недавно проходил саммит СНГ, там решались какие-то вопросы, ни до чего они не договорились, почти разругались, потому что каждый, и саммит ОДКБ был провальный, и саммит по безопасности в азиатском регионе был провальный. Но Путину надо показать всему миру, что он хоть с кем-то рукопожимаемый, и хоть он имеет хоть какой-то политический вес на, ну хотя бы на просторах бывшего Советского Союза. Почему? Потому что Путин всегда подчеркивал, что территория бывшего Советского Союза это сфера, первоочередная сфера влияния Российской Федерации. Так вот, он собрал вот этот неформальный саммит. Приехали главы Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении. У Путина несколько задач. По выводам политологов и аналитиков,
Путин будет преследовать, первое, показать себя главным среди всех приглашенных и готовым решать любые вопросы на территории СНГ. Мы, кстати, официально Украина не входит, никогда не входила. Мы так и не ратифицировали ни один документ, ничего не подписывали. Нас как бы причисляли очень долго, даже нам предоставляли, при Януковиче, по-моему, нам предоставляли место типа порулить этим кораблем, на что Украина отказалась, сказала, не-не-не, мы в этом не участвуем. А в принципе вот буквально перед началом войны мы оформили все документы по полному выходу и разрыву всех связей с такой организацией, как СНГ, Союз независимых государств. Так вот, он хочет показать, что он еще что-то может решать на территории этой СНГ. И по идее он собрал их, чтобы они ему все поклонились. Кстати, посмотрим, как они это сделают. Дожать Лукашенко к участию в войне с Украиной, это мечта. Мечта Путина, чтобы белорусская армия взяла на себя часть военных задач против Украины. Хотя я думаю, что, на мой взгляд, на сегодняшний день уже для белорусской армии это будет первая и последняя задача, которую она получит или попытается выполнить. Дальше. Вместе с Алиевым из благословения Эрдогана продавить мирный план Азербайджана. Там есть очень большие расхождения у Пашиняна и Алиева. Они абсолютно по-разному видят вопрос урегулирования, мирного урегулирования вот этой Нагорно-Карабахской проблемы. Там главный вопрос упирается вот в эти коридоры, статусе этих территорий. Гуманитарные коридоры. Азербайджану нужен коридор в Нахичевань, Армении нужен коридор в Карабах. Вот. А при этом Азербайджан считает, что Карабах это вообще территория, которая не должна существовать с таким названием, что это просто территория Азербайджана. И все проживающие там граждане должны иметь азербайджанское гражданство. И вот Пашинян, кстати, грозился даже выйти из ОДКБ. Почему? Потому что его не удовлетворяет позиция России и выполнение ею своих обязательств, которые прописаны в трехстороннем соглашении о прекращении огня в 2020 году. Кстати, Алиева то же самое. Полностью не устраивает поведение России из-за невыполнения России, опять же, тех обязательств, которые она письменно на себя взяла и подписалась под этими обязательствами. И еще одна цель этого саммита, скорее всего, как считают многие аналитики, это оставить за собой влияние на Казахстан, который все больше и больше уходит к Китаю. Здесь, я думаю, Путин однозначно ошибся и промахнулся, потому что все-таки Китай, на мой взгляд, для Казахстана будет более привлекательным партнером, нежели Российская Федерация с ее такой очень сильно подмоченной репутации на сегодняшний день. Это если так мягко выразиться. И еще одна новость на пасашок, которая порадует нас, украинцев, и тех, кто нас поддерживает и нам сочувствует. Дело в том, что мы с вами неоднократно обсуждали о том, что сейчас идет, я бы сказал, наверное, идет такая гонка, кто быстрее и лучше сделает беспилотник. Ударный беспилотник на большой радиус действия. Помните, нас вот в предыдущие недели Укроборонпром там показывал, и Сокол-300, потом вспоминали мы Лелеку, наш беспилотник. Потом говорилось, что есть несколько частных компаний, которые тоже пытаются делать эти беспилотники. Так вот, помните, да, что сооснователь у нас Монобанка, он взялся за разработку беспилотников. Я не знаю, они там проводили, по-моему, даже сбор денег на это еще дополнительно. Так вот, они сейчас разрабатывают беспилотник под названием Довбуш Т-10. И вот этот Довбуш Т-10, тут вопрос вот в чем. Дальность 400-600 километров, предполагаемое его применение, но они позиционируют его как высокоточное оружие. То есть у него будет коэффициент кругового отклонения будет 1-2 метра на дальности, допустим, 400-600 километров.
Плюс, а это уже говорит совсем о другом. Это говорит о том, что Украина, обладая таким оружием, уходит в высшую лигу государств по высокоточному вооружению. Вот Хаймарс нас полностью ставят в эту высшую лигу по своей точности нанесения огневых ударов. Вот. Поэтому будем только рады. И они говорят, что они уже сегодня выпускают, передают их в ВСУ бесплатно, отдают, это волонтерская помощь вооруженным силам Украины. Причем он может быть как разведывательный, так и ударный, и разведывательно-ударный беспилотник. Может контролировать местность, там пока точных характеристик нету, но я так понимаю, что практически там очень большое время пребывания в воздухе у этого беспилотника. Ну посмотрим, дай бог ему в добрый путь. И они говорят, что могут разогнать мощности своих производств до 10 беспилотников в сутки. Вот. И это просто было бы немыслимо такое количество наладить производство при таких объемах производства. Это было бы очень хорошо. То есть практически и эти 10 штук, допустим, они каждый день, поступая в вооруженные силы, могли бы наносить огневое поражение. Причем как в ближней глубине, так и на глубину там 400, точнее 600 километров. Вот. Хотя они понимают, что на сегодняшний день нужно где-то 500-600 беспилотников производить в месяц для того, чтобы вооруженные силы Украины чувствовали себя более-менее уверенно. Ну что ж, на этом мы первую часть нашего видео военно-политической обстановки мы заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал. Поставить лайк этому, тем, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось или нравится, оно еще не окончено. Вот. И через некоторое время мы с вами продолжим. И как обычно мы продолжим по традиции, это второй раздел нашего видео, это ответы на ваши вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. В России у нас есть естественные эпидемические зоны опасных заболеваний. Одна из таких в моем регионе имеется. Наподобие туберкулеза или бешенства. Имеются ли такие зоны в Украине и можно ли, если что, в теории подстроить фронт так, чтобы противник попадал в них, подвергался воздействию дополнительного поражающего фактора. Был похожий случай, на мой взгляд, одного из примеров величайшей тупости фашистов в этой войне. Те оккупанты, что напали на украинский народ, не солдаты, так как у солдат и тем более офицеров есть честь и достоинство, а у этих животных нет ничего, кроме желания разрушать. Когда оккупанты проходили через рыжий лес, окопались там, вот дебилы, ну и часть полегла от радиации. С уважением, ваш зритель из оккупированной фашистами России. Смотрите, у нас, конечно же, есть такие зоны. И есть общая карта эпидемиологической обстановки Украины. Я не знаю, правда, какая организация сегодня за это отвечает. Точно знаю, что у нас СЭС, станция, вот эта санитарная эпидемиологическая служба, она расформирована. И, кстати, давно ее уже ликвидировали. Но кто-то взял на себя эти обязанности. Но подгонять фронт под вот эти районы, аномальные районы распространения каких-либо заболеваний, ну, скажу так, что дорогого будет стоить. Почему? Потому что любое движение фронта – это жизни военнослужащих. Здоровье и жизни военнослужащих. Поэтому тут уже надо быть, это раз. И второе, если, допустим, мы загоняем противника в эту зону, пока он переболеет, рак на горе свистнет. Поэтому, пока рак не свистнул, нам придется его выбивать из этой зоны. Так что мы сами в свои войска погоним тоже в эту аномальную зону с распространением того или иного вируса. Нет же, конечно. Поэтому наоборот, тут вопрос абсолютно противоположный. Что касается рыжего леса, то, понимаете, Российская Федерация, она, ну, я так понимаю, не сначала делает, потом думает.
И причем они в большинстве своем случаев не поступают методом научного тыка, что вызывает страх и ужас у всех цивилизованных людей. Вот они пришли на Чернобыльскую станцию, что они начали? Они начали сразу играться с питанием, отключали от нас, отключали от нас, завелись дизели. Потом они поняли, что дизели жгут топливо, их не прокормишь, они их заглушили. Потом до них наконец-то дошло, что нельзя держать, потому что греются отходы и надо их срочно охлаждать, надо запитать станцию. Они тут же бросили времянку, линию от Белоруссии, запитали. То есть они фактически, на Запорожской мне склоняюсь к мысли, что благодаря МАГАТЭ мы еще вытягиваем там ситуацию и более-менее ее контролируем. Вот. А вот на Чернобыльской они там экспериментировали. Ну а Рыжий лес они даже не удосужились, представьте, они не удосужились посмотреть вот эти карты аномальных районов или районов, которые там имеют зону заражения. Почему Рыжий лес? Потому что он сухой. Он высох и порыжел. Поэтому его называют Рыжий лес от радиации, повышенного фона радиоактивного. Они пришли в этот лес действительно и построили там оборонительные сооружения. Вырыли окопы, блиндажи и сидели там, пока не начала кружиться голова и не начала тошнить от степени облучения в этом лесу. Вот. Они не просто в него зашли, они еще там окопы вырыли. И да, их там эвакуировали в срочном порядке. Но, опять же, привязываться вот к этой карте я бы не стал. Это последнее, что надо было бы сделать. Лучше эти зоны обойти, потому что, еще раз говорю, придется самим через эти зоны потом проходить или вести в этих зонах активные боевые действия, чего бы не хотелось. И вот продолжение. Следующий вопрос в продолжение предыдущему. Какая сейчас складывается обстановка в зоне Чернобыльской атомной станции? И прокомментируйте, пожалуйста, глупейший захват РФ этого ядерного объекта и последствий для тех, кто его захватил. Ну, я как бы уже все рассказал. Действительно, захват был глупейший. Самое страшное, что вот эти люди, которые получили дозу облучения в этом Рыжем лесу, да, они умрут в страшных муках, они умрут от лучевой болезни. Они будут практически разлагаться под воздействием радиации живьем. Никто еще не научился бороться с лучевой болезнью. Если там онкологию как-то медицина пытается победить, то здесь нет. Нет, радионуклиды выходят вместе со здоровьем. Как только выйдет последний радионуклид, так сразу человек отдаст Богу душу. Ну так, если говорить утрированно. Поэтому считайте, что они смертники, эти люди, которые там побывали в этих зонах повышенной радиоактивности. Все будет зависеть, время смерти будет зависеть от степени облучения, которое они получили, от дозы облучения, которую они получили в этих районах. Ну а поведение, я сказал, что они экспериментировали ровно как в день, когда 26 апреля, когда проводился вот этот ужасный эксперимент. И главной целью эксперимента, я так для себя сформулировал, что было найти то пограничное состояние, когда реактор взорвется. И если говорить утрированно и с сарказмом, то цель эксперимента была достигнута. Реактор довели до состояния взрыва. Вот такая. Кстати, опять позавчера была предпринята попытка проникновения ДРГ, российской ДРГ в направлении Чернобыльской станции. Благо сработала наша тероборона. ДРГ российская была обстреляна, понесла потери и откатилась на свою, точнее на сопредельную территорию, откуда они приходили. Так что и нет нам покоя ни ночью, ни днем, как когда-то пелось в революционной песне. Підкажіть, будь ласка, який коефіцієнт корисної дії, якщо можна так сказати, артилерії, якщо наші війська випускають до 14 тисяч снарядів 155 мм, а кількість знищених орків обраховується сотнями, то це означає, що щоб вбити одного орка, необхідно випустити сотню снарядів? Не совсем так. Смотрите, цифра 14 тысяч это появилась после публикации в газете Washington Post.
Вашингтон-Пост написала, с ужасом написала, что американская промышленность в месяц выпускает 14 тысяч боеприпасов, а якобы вооруженные силы Украины выстреливают эти 14 тысяч за несколько дней. Во-первых, они не сказали за один день, там сказано, по-моему, за 2 дня. Такое количество боеприпасов выстреливают вооруженные силы Украины. И там вопрос же эффективности состоит из очень многих компонентов. Дело в том, что артиллерия бьет не только по живой силе, она же еще и уничтожает технику, она уничтожает пункты управления, она уничтожает коммуникации, она уничтожает инженерные сооружения. Поэтому нельзя так сказать, что, допустим, на потери там, за сутки 7 тысяч снарядов, ну так получается, если считать по, как Вашингтон-Пост написала, да, 7 тысяч снарядов в сутки. Хотя скажу, что для 1500 стволов, которые участвуют с нашей стороны, там численность может больше 1000 стволов у нас участвует. Где-то так вот, под 1,5, наверное. Может сейчас меньше в связи с износом. Но тем не менее, 7 тысяч разделите на 1,5. Это вообще по 3 снаряда на орудие получится у вас. Так что, ну, по 4, там, чуть больше. Так что это не говорит о том, что эта артиллерия лупит круглосуточно. А что-то стреляет, что-то не стреляет. Плюс есть определенные нормы расхода. А вот по личному составу мы наносим потери там, до 500 человек и плюс-минус, 500 человек плюс-минус в сутки. И делить, допустим, 7 тысяч снарядов на 500 человек нет. Это будет абсолютно неправильно. Посчитайте тогда всю технику и вооружение, посчитайте инженерные сооружения, посчитайте объекты инфраструктуры и склады боеприпасов, склады ГСМ. И вот тогда вы сложите примерно картину эффективности действий артиллерии. Кстати, с пехотой сложнее всего бороться, особенно если она укрыта. Если пехота позорвалась зарытая в окопах, в взводных, в ротных опорных пунктах, то здесь даже миномет и град более эффективны, чем, допустим, ствольная артиллерия в борьбе с такой хорошо укрытой пехотой. Вот сосредоточение техники в лесу — это милое дело для ствольной артиллерии. Поэтому сказать так, что эффективно, неэффективно, на сегодняшний день очень, очень сложно оценить. Можете объяснить разницу между классическим пионом и малкой? И еще, какая дальнейшая судьба этой САУ после войны? Она тоже пойдет в утиль? Думаю, что да. Думаю, что она пойдет в утиль, тем более, что это пушка. У нее очень маленький настрел. Очень большой износ канала ствола. И я вам скажу, что вот у этой пушки столько особенностей, ну, минусов, точнее, в эксплуатации. Ну, вы знаете, например, что у пиона сектор наведения по горизонту всего-навсего 34 градуса. 17 градусов вправо, 17 градусов влево. То есть каждую самоходку надо заводить по компасу на огневую позицию для того, чтобы она была направлена примерно в основном направлении стрельбы. Но если доворот больше 17 градусов вправо или влево, все, это перезаезд. А перезаезд это перестановка. В артиллерии это называется перезаезд на огневую позицию. А если перезаезд, это надо ориентировать орудие. Ты уже теряешь время. Но, скажу так, Россия опять же выдает чужие победы или чужие достижения за свои. Что такое Малка? Малка — это 2С7М, которую сделал Советский Союз в 1986 году. Вообще пушка 2С7 пушка создавалась для поражения оперативных резервов, точнее для поражения резервов в глубине, дальность у нее 47 километров, и для нанесения тактического ядерного удара по резервам противника или пробития бреши в глубоко эшелонированной обороне. Вот для чего создавалась эта пушка. У нее возимый боекомплект был 4 снаряда. Некоторые образцы выходили 2 снаряда возимый БК. Я уже говорил тут шутку, которую нам рассказывали в военном училище, в артиллерийском.
Почему два снаряда возимый боекомплект? Ну, потому что один пристрелочный, второй ядерный. Вот так. Это все предназначение этой пушки. Потому я думаю, что у нее нет. Скорострельность ее 1,5 выстрела в минуту. 1,5. Это в первые 30 минут, пока еще личный состав расчета физически не устал. А дальше это падает в разы, когда люди физически изнашиваются. Но Советский Союз видел перспективу в развитии применения ядерного оружия в современной войне в 70-е годы, в годы холодной войны. В Германии, в составе группы советских войск Германии было 2 артиллерийские дивизии, которые Потсдам, артиллерийская дивизия, и вторая стояла Альтенграбов, по-моему. Да, в районе полигона Альтенграбов там стояла. И этот полигон был, кстати, отдан на откуп артиллерии. Управлению ракетных войск и артиллерии группы советских войск Германии. Туда чаще всего ездили артиллеристы для тренировок и учений. Вот. И там были вот эти 2С7 пушки. Так вот, Советский Союз принял решение, что надо в 75-м выпустили 2С7, в 86-м выпустили 2С7М, Малка. И ее модернизировали. В чем заключалась модернизация? В том, что поставили другой двигатель на 80 лошадей мощнее. Это раз. Увеличили возимый боекомплект до 8 снарядов, с 4 до 8. Обалдеть, модернизация. Поставили более новые механизмы досылания, потому что там вы не затолкаете досыльником снаряд весом 110 килограмм. Вот. Поставили более новую радиостанцию вместо Р-123М, это советская ламповая радиостанция УКВ диапазона. Поставили Р-173, это цифровая, того же УКВ диапазона, с дальностью связи до 20 километров. На штыревую антенну ША-4. Вот вам и вся модернизация. Уменьшили на одного человека экипаж. У этой машины было 7, стало 6. И все. И время перевода из походного в боевое положение уменьшили примерно в 2 раза. Тоже за счет применения просто новых механизмов гидравлики и гидравлического насоса, который управлял этими механизмами. Вот вам и вся модернизация. Вот чем Малка отличается от обычного пиона. 2С7 отличается от 2С7М. Так что это не Россия там сделала. Последняя партия машин пришла в вооруженные силы Советского Союза в 90-м году. И насчитывала она 66 машин. Сколько всего было выпущено машин? 500 единиц. За 16 лет производства было выпущено более 500 единиц в версии 2С7. В версии 2С7М, к сожалению, такой цифры тут под рукой нету. Сколько их было выпущено в модернизированной версии. Вот и вся модернизация. А Россия, видите, как раздула. Малка, суперпушка, модернизированная. Сейчас приедет, всех постреляет и всех победит. Вот что такое сила пропаганды. Все боятся, все уже спрашивают, что ж такое Малка. Доброго вечора. Дякую за інформацію. Таке питання. В інтернеті гуляє така інфа, що ніби війна почалась тому, що Україна неправильно вийшла із Радянського Союзу, неправильно поділивши територію. Я так не думаю. Скоріше це розганяє сама ж Росія. Але у нас між знайомими виникає спір. Хотілося б выслушать вас. Дякую. Смотрите, вопрос вот в чем. Вопрос в том, что да, действительно, Российской Федерации выгодно сегодня представить в свете, что Украина вышла, не согласовав там, допустим, границы с Россией. Хотя образование СНГ, развал или ликвидация Советского Союза произошла в Беловежской пуще подписанием соглашения в границах 1991 года. Кстати, все республики, в том числе и Российская Федерация, согласились с этими границами, за исключением, кстати, Еревана. Армения
не согласилась и не стала ратифицировать границы 1991 года. А сразу начали, в 1992 году началась война за Нагорный Карабах против Азербайджана. Все остальные согласились, и Ельцин все прекрасно подписал. И даже когда в 1993 году некоторые там шовинисты российские кричали, что надо отобрать Крым, Ельцин сказал, Крым это, когда вот принимали первую конституцию Крыма, не могли никак определиться с его статусом и положением. Тогда там некоторые политики в России требовали, что надо срочно Крым забрать. Ельцин сказал, это внутреннее дело Украины. И на этом вопрос снялся. Потом пришел Путин, начал строить вот эти амбиции возрождения империи. Поэтому я скажу так, что там, конечно, Кравчук, Шушкевич и Ельцин на троих там сообразили, там темный лес, сам черт ногу сломит. Что они там Но тем не менее, они оттуда вышли вот с этим договором о создании СНГ. Многие страны к нему присоединились. Причем, обратите внимание, Украина подписала Беловежское соглашение, но не подписала и не ратифицировала договор СНГ. Мы его никогда не ратифицировали, мы не вошли в эту организацию. То есть мы потихонечку начали дрейфовать в сторону Запада и отходить буквально с первого же дня. Вот. Даже у нас Леонид Данилович Кучма, которого там в народе называют красный директор, он действительно был директором Южмаша когда-то. Вот. Он даже написал книгу, что Украина не Россия, для того, чтобы дать понять, это был первый, наверное, штрих в таком публичном пространстве, попытаться объяснить русским, что Украина это не Россия, что мы абсолютно разные, два народа, разные две страны. Вот. Поэтому границы все признали, никто ни на что не претендовал, и я вам скажу так, что до 2014 года Украина практически полностью демаркировала границу с Российской Федерацией. Представляете? То есть у нас даже Керченский пролив был демаркирован. То есть линию прохождения на границе мы полностью определили. Да, мы подписали договор о том, что Азовское море внутреннее, тем самым убрав эту границу. Ну, на тот момент, может, это выглядело выгоднее, чтобы, опять же, не демаркировать это море и не спорить. Россия очень настаивала, потому что все банки с рыбой, это отмели, где рыба греется там на солнышке в воде, находятся на нашей половине Азовского моря. Поэтому Россия спокойно подходит, так как море внутреннее. Кстати, до сих пор договор действует. И поэтому они могут смело подходить к урезу воды. Там не существует понятия морских границ. Это внутреннее море двух государств. Вот. А в Керченский пролив они платили нам пошлину за каждый проход кораблей. Так вот была демаркирована граница. Поэтому Украина вышла в границах 1991 года, в границах Советского Союза. И все остальные республики вышли точно так же. За исключением, еще раз повторю, Армения, которая отказалась признавать границы и тут же начала войну с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Доброе время суток. Подскажите, почему мы не используем беспилотники в связке с авиацией для контрбатарейной борьбы и зачистки левого берега реки Днепр? Ого! Вы маханули. Для того, чтобы использовать беспилотники в связке авиации, надо сначала авиацию модернизировать до уровня установки искусственного интеллекта. Это, кстати, вот те системы, которые я рассказывал во вчерашнем видео, посмотрите там про искусственный интеллект, про систему управления АСУВ, автоматизированные системы управления войсками, которые в комплексе все ведут. Так вот, на Западе, в частности в Соединенных Штатах, в Израиле, есть такая программа, называется ROI. Когда летит, допустим, самолет, с ним летит рой беспилотников, там 5-10 штук, и этими беспилотниками управляет не пилот. Поверьте, у пилота не хватит просто. Человеческий организм, точнее человеческий мозг, он однозадачный. Не может человек вот там
как говорят, Кай Юлий Цезарь там писал, читал и говорил одновременно. Значит, человек мог переключаться в короткие промежутки времени с одной задачи на другую и не терял при этом смысловой нагрузки всех этих трех задач. Вот и все. Но мозг человеческий однозадачный. Он может выполнять одновременно только одну задачу. Для того, чтобы выполнить вторую, ему надо переключаться на эту задачу. Параллельно вести процессы мозговой деятельности по двум задачам человеческий мозг не может. Поэтому этим роем управляет искусственный интеллект. Многозадачный, который может их сопровождать. Он оценивает обстановку, он через эти дроны собирает информацию, и он направляет эти дроны на участие в боевых действиях. Либо это будет атака наземных целей, либо это будет атака воздушных целей. Они могут вести бой вместе с истребителем, могут защищать истребитель от ударов противника или посягательств на него вражеской авиации. Поэтому нам еще ой как далеко. Дай бог, вот у нас мы сейчас довольно неплохо связали артиллерию с беспилотниками. Аэроразведка у нас работает в интересах артиллерии. Ура, аллилуйя, мы на правильном пути. А вот когда у нас будут современные самолеты, нашего производства или западного, не знаю, но они будут сделаны из расчета там, самолетов 4, 5, а может быть уже 6 поколения, и где авионика будет позволять, это бортовая электроника самолета, авионика будет позволять этому самолету управлять роем дронов, тогда мы об этом вернемся с вами к этому вопросу. Пока это для нас перспектива будущего. Вот такая небольшая историческая справка, довольно большая, но я ее зачитаю. Она очень интересная и прокомментирую. Россия начинала и проигрывала войны. 1905 год, Японская война, позорно проиграна, потеряв Тихоокеанский и Балтийский флот. 18 год, Первая мировая война, позорно проиграна, подписанием Брестского мира и выплатами репараций. 1920 год, Советско-Польская война, позорно проиграна, разгром под Вислой, армия бежала. 1939 год, Финская война, проиграна, огромные потери и подписанием мирного договора, задачи войны не выполнены. Что захват Карелии была цель этой войны, это вранье. Советские войска шли на Хельсинки и должны были взять всю Финляндию, присвоить всю Финляндию. Задача войны не проиграна. 1945 год. Вторая мировая была развязана СССР и ее союзником Германией. Пакт Молотова-Риббентропа о разделе Европы. Нападением на Польшу в 1939 году. Выиграна за счет ленд-лиза и антигитлеровской коалиции, включавшей в себя 56 стран. Капитуляцию от Германии подписали союзники СССР, не позвали как страну победителя, так как считали ее оккупантом, что переросло в холодную войну. Черчилль предлагал освободить Европу от советских захватчиков, но все устали от войны. Тут надо пояснить, действительно, почему Европа празднует 8 мая, точнее Европа не празднует. Нет, Европа не празднует. Европа день памяти и скорби о погибших во Второй мировой войне. Это в Советском Союзе привыкли пляски на костях. Рвать баяны, пить водку и плясать и прыгать. Мы победители. Нет, война была очень страшная. По некоторым оценкам во Второй мировой погибло до 50 миллионов человек. До 50. Советский Союз потерял там 20-25 миллионов. Это никто не может до сих пор посчитать. Но это сумасшедшее. Так вот, действительно, капитуляция была подписана 8 мая с союзниками Великобританией и Соединенными Штатами, с немецким командованием. Но Советский Союз обиделся. И, кстати, представитель Советского Союза находился на этом подписании в Берлине. Но Сталин не захотел играть в эти игры. Он решил присвоить победу себе, Советскому Союзу. И себе в частности. И поэтому 9 мая по требованию советской стороны состоялось повторное подписание капитуляции, но уже Германии и Советского
Союза. И союзники наши, точнее Советского Союза по Второй мировой войне, Британия и Соединенные Штаты просто прислали своих представителей. Вот так вот Советский Союз подписал капитуляцию. Поэтому разница 8 мая и 9 мая. Вот. Но я еще напомню то, что насчет победы. Вы знаете, что победу не праздновали до 65 года? Брежнев первым решил 20-летие победы, первым решил отпраздновать Леонид Ильич Брежнев. Но до этого, начиная еще со Сталина, Сталин, Хрущев, проводились чистки городов, когда инвалидов принудительно вывозили в интернаты и убирали с улиц инвалидов. Это был день скорби, это было ужасно, в стране столько было инвалидов, что ходить по улицам и смотреть на это было без боли и горечи в душе было невозможно. Так вот, проводились еще сталинские чистки, начинались, потом были уже позже другие чистки. И только на 20-летие Победы Брежнев решил, что пропаганда должна сделать из этого великую победу. Вот так была выделена Великая Отечественная война из Второй мировой, как эпизод, убрали все сотрудничества с фашистской Германией и начали, во что раздули, мы с вами знаем. До сих пор победобесие там ходит по Российской Федерации и празднует каждый год. Что не празднуют, я не понимаю. Гибель практически пятой части населения, даже, наверное, больше, чем пятой части населения Советского Союза на тот момент. Вот. Очень трудно сказать. Если бы Соединенные Штаты, которые, как Путин, который обвиняет, и Путин обвинял, и Брежнев, что все хотят захватить наши ресурсы, все хотят убить Советский Союз, но почему-то Соединенные Штаты дали ленд-лиз. Сначала индустриализацию провели в 20-30-е годы, полностью отстроили экономику Советского Союза. Вся индустрия американская. Танк Т-34 ходовая от трактора американского. Вы что, его дорабатывали американцы. Вот. Подстроили, потом ленд-лиз дали, миллионами тонн исчислялось там поставки в Советский Союз. Вы знаете, что каждый третий танк, который был в составе советской армии, это был Шерман американский. Шерман американский. Но об этом почему-то советская история скромно как-то так умалчивает, стыдливо опуская глаза. Вот такая вот, поэтому война не выиграна. Это война, это праздник на костях, я бы вот так вот сказал. 1989 год. Афганская война. Проиграна без достижения поставленных целей. По всем пунктам. Армия позорно бежала. По телевизору показали вывод войск через мост. Понятно, что он был постановочный. Когда генерал Громов во главе колонны бронетранспортеров перешел через мост. По-моему, в районе населенного пункта Кушка. И сказал, что за мной нет ни одного советского солдата, что мы ушли из Афганистана. Что потом стало с Афганистаном, мы все прекрасно знаем. И что стало с Советским Союзом. 91 год, холодная война с Западом, проиграна, результат развал Советского Союза. 94-96, Первая Чеченская, позорно проиграна силам ополчения, многократно уступающим по численности и технически российской уже армии. Хасавюртовский мир. 99-2009. Вторая Чеченская война закончилась позорным миром. Российская Федерация выплачивает немыслимые средства за лояльность. Да, Путин купил Кадырова, мы все это прекрасно знаем. И если Путин перестанет Кадырову платить, еще неизвестно, что будет ли третья Чеченская война. Армия России коррумпирована, немобильная, с элементами неуставных отношений, ужасным техническим, тыловым и кадровым обеспечением. Ну и 2014-2022 российско-украинская война. Украина выстояла 8 лет в противостоянии в условиях навязанного нам
Минского соглашения Россией. И при этом сегодня Россия терпит военное, политическое и экономическое поражение. Результат, то, что мы победим, в этом не сомневается никто в мире, ну, кроме сторонников России. Я так понимаю, это Северная Корея и Иран, наверное. Наверное, я даже не уверен в этом. Вот. Мы вернем все захваченные территории. А вот будущее Российской Федерации очень туманное на сегодняшний день в результате этой войны. Вот такая вот ситуация. По вот исторической справке, действительно, Советский Союз ввел постоянно. Тут еще забыли войну во Вьетнаме, которую тоже Советский Союз проиграл, тоже ушел. Да, американцы оттуда ушли, но и мы оттуда ушли. Но и Советский Союз ушел оттуда. Чего мы добились? Ничего. Вьетнам сегодня самостоятельное государство, развивается сам, не имеет отношения, да, называется социалистическим, но как бы развивается в принципе по рыночным отношениям. Корейскую войну вы еще забыли, где Советский Союз влез, и в результате этой войны создали вот эту Северную Корею, которая сегодня там кошмарит весь азиатский регион угрозами применения ядерного вооружения. Ну что ж, на этом, наверное, мы вопросную часть закончим. И у нас остается с вами третья заключительная часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы сегодня прислали. Итак, первым комментарием, который сегодня комментариев будет побольше, чем приветствий и пожеланий, и первым комментарием, который сегодня прозвучит, будет следующий. Энгельс в Саратовской области – это не какой-то заштатный аэродром в Белгородской области. И даже не Севастополь, в котором припаркованы 3,5 корыта. Энгельс – это святая святых, это щит и меч Родины, ну, имеется в виду Российской Федерации. И крутят его на пальцы в вооруженные силы Украины с какой-то инфернальной легкостью. Как выясняется опытным путем, воздушное пространство на глубину 700 километров от западной границы Российской Федерации не то что проницаемо, оно просто открыто всем ветрам. Аки-нужник посреди колхозного поля. А ПВО это бухой сторож, валяющийся где-то под забором у коровника с китайскими буренками. Вот забавно. Вот такой вот комментарий по поводу. Ну, мы пока официально не признали как бы нашу причастность к этим взрывам, но тем не менее Российская Федерация ориентируется на то, что это, скорее всего, наших рук дело. Невозможно без боли думать о Рождестве после Херсона. Наша проблема в том, что мы никак не можем смириться с мыслью, что россияне не люди. Там не только Бога, там в душе и людского ничего нет. После вокзала в Краматорске, после Винницы, после Кременчуга, после этих прицельных ударов по детям, по мирным жителям вдали от фронта, наша семья перестала ходить в торговые центры, на площади, в театры. Даже бассейн отменили для ребенка. Все это цели для извергов. Так же, как и расстрелянные бусики с надписью «Дети», которые мы видели, когда выходили из Ирпеня в марте. Эти бусики накануне отправлялись с нашей парковки, и в них эвакуировались мамы с детками и старики. Да, Россия в этой войне проявляет акты жестокости, ну, наверное, похуже фашистов. Пытки, расстрелы, убийства, грабежи и насилие. Ну, настолько жестокое, настолько зверское, что, наверное, даже солдаты Третьего Рейха содрогнулись бы, увидев то, что творит сегодня армия Российской Федерации на территории Украины.
Здравствуйте, привет с юга Франции. У меня много знакомых в Швейцарии. Нисколько не удивлен тем, что отказывают Германии в поставках боеприпасов. Очень много швейцарцев, если не поддерживают Путина и россиян, то считают, что во всем виноваты американцы, потому что помогают Украине. А сами швейцарцы во всех ухудшениях и в своей стране также считают виноватыми Соединенные Штаты Америки. Вот такие дела. Всей душой за Украину. Скорейшей вам перемоги. Обстрел Энгельса показал, что российское ПВО эффективны только в борьбе против пассажирских самолетов. Ну, это имеется в виду намек на рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, сбитый в 2014 году в небе Донбасса российским БУКом 53-й зенитно-ракетной бригадой из состава войск ПВО Российской Федерации. Поступает информация от жителей самого Энгельса. Погибли 8 военных, не 3, как говорится. Погибли не от обломков беспилотников, а от обломков 2 стратегических бомбардировщиков, которые разнесло в щепки при ударе ракетами. А у беспилотников были ракеты. Ну, то, что были ракеты, это подтверждают даже российские СМИ. Причем как-то странно подтверждают. Они пишут, что беспилотник выпустил 2 ракеты, одну ракету сбили ПВО, а второй ракетой удалось достичь цели. Но правда не говорят какую. Вторая ракета, пишут они, попала. Куда не пишут. Смотрите, но сразу скажу, что сбить ракету, вот он беспилотник летит, даже если он в километре там находится от объекта, его видно, он пускает ракету, ни одно ПВО эту ракету сбить не в состоянии. Ни одно. Даже железный купол, даже там лазерная пушка не в состоянии сбить эту ракету. Поэтому это очень сомнительное такое обоснование. Скорее всего, 2 ракеты выпущенных, 2 ракеты попали. А вот куда они попали, это уже большой вопрос. Если они попали... Но, кстати, российское командование, точнее российские средства массовой информации подтверждают точно, подтверждают, что попали в пункт управления этой базой. Значит, командный пункт или вышка руководителя полетов могут быть повреждены. Там же, может быть, находилась стоянка самолета. Если самолеты стояли заряженные с ракетами, то, конечно, они могли сдетонировать. Конечно же. И тогда понятно, почему взрыв на видео, вот, которое показывает нам, там, где сам взрыв показан, взрыв очень масштабный. Он растянутый на пол аэродрома, на всю стоянку самолетов. Он не то, что там точечных 2 взрыва, 2 ракеты. Нет, он именно растянутый. Так что вполне может быть, что была детонация ракет на заряженных уже на подвесах, на крыльях этих самолетов. Ну, посмотрим. Еще раз говорю, подождем день-два. Не сомневаюсь, что частные компании, вот эти спутниковые, предоставят на кучу снимков. Как это было 5 декабря. 7 декабря в прессе появились снимки, и мы все увидели там обожженный самолет и так далее, поврежденный. Посмотрим, куда в этот раз попали. Очень рады всегда видеть. Многодетная семья из Подмосковья. Прячем детей от облав. Слава Украине. Здравствуйте, Олег. Америка передает привет. Мы дончане, но Бог нас выселил еще за 6 лет до захвата нашего родного города. Часть семьи так и приняли все новое, как говорила моя тетя. Другая часть не была дома уже почти 9 лет. Верим в победу Украины и освобождение нашего города и всех оккупированных территорий. Выходим на митинги в поддержку и верим, что Бог открывает всему руководству страны и военным, как приблизить победу. Тот день, когда Зеленский прилетел в Америку и выступал перед Конгрессом, я не смогла сдерживать слезы. И сейчас то же самое, когда пишу. Гордость за наш народ, за наши молитвы. Все преодолеть и устоять. Мой сын учит мову украинскую на Duolingo и лучший, так как проходит по 10 уроков в день. Пусть праздник Рождества принесет радость в сердца и согреет своим теплом всех нуждающихся. Со страхом слушаю новости, как жалею украинцев, сколько горя причиняют украинцам. Я из времен СССР. Там с 15 республик обнимались, целовались, ездили. Сейчас власть сатаны. Удачи.
Удачи вам в вашей праведной борьбе, милые. Татарстан. Вот такое пожелание. Сказали, что обстрел ресторана «Шеш-Беш» организовал Пригожин. Слишком серьезными стали терки с Рогозиным. В общем, когда Путин говорил, что они пощелкают патриотов, он имел в виду совсем не системы ПВО. Ну, я поясню в двух словах. Ресторан «Шеш-Беш» – это город Донецк, Украина, столица Донецкой области. Дело в том, что Рогозин со своей женой жил там несколько месяцев в этой гостинице. По-моему, она также называется как ресторан «Шеш-Беш». И он там же решил отметить свой день рождения. И когда они отмечали день рождения в ресторане, туда прилетел снаряд. Ну, вроде бы как так. Или взорвалось какое-то взрывное устройство. Он ранен, Рогозин, жена получила контузию. Ну, видите, уже пошли внутренние разборки, внутренние сплетни, кто кого сдал, кто дал наводку, кто стрелял. И уже есть версия, вот человек пишет нам про версию о том, что Пригожин мог организовать вот эту попытку убрать конкурента в лице Рогозина. Вполне допускаю. Почему? Потому что, на мой взгляд, это уже начало борьбы вот этих нанайских мальчиков под ковром за уши вождя или за близость к вождю. Так что чем дальше, тем будет интереснее. Здравствуйте, Олег Владимирович. Бердичевлянка из Баку. Поздравляю всех, а вы нам уже писали, я помню, вы говорили, я из Бердичева, но живу в Баку. Поздравляю всех с Рождеством. Давно вам не писала. Мой брат сейчас в госпитале, сейчас полегче. И вот о чем хочу сказать. Читаю комментарии, и там из-за поребрика пишут: мы с вами, держитесь, нас мало, но мы за вас. Не надо за нас держаться. Если бы те, кто сбежал от мобилизации, те, кто пошел на призыв, их родители, жены, сестры собрались и вышли против войны, то свернули бы власть в бараний рог. Вы хотите на чужом горбу в рай попасть? Не получится. Я ненавижу вас. Называйте меня как хотите, нацисткой, националисткой, бендеровкой. Да, я такая. Вы сделали меня такой. Из-за вас дети остаются сиротами, родители плачут по своим погибшим детям. Там, где вы, там всегда горе, слезы и смерть. У меня на второй моей родине из-за вас сейчас обстановка накалилась до предела. Остановитесь, опомнитесь. Да, вот такой вот призыв к гражданам Российской Федерации. Спасибо за информацию. Живу в Израиле. Очень болит душа за Украину. Победы вам, мира и благополучия. Слава вооруженным силам Украины. Слава Украине. С Різдвом. Merry Christmas. Высочий світом. Это на польском, я так понимаю, написано. Слава Україні та Збройним силам України. Зараз привіт із воєводства Любельського у Польщі, але з рідним Харковом у серці. Дякую за інформацію. Слава Україні і з Рождеством вас. Салам із Азербайджана. Вот тут даже человек написал стихотворение. И стихотворение звучит следующим образом. Вы кричали веками мы русские, зажимая свободу в клещи. Все плевались на блюда французские, потребляя лишь пресные щи. Вы кричали, махали палками, нам завидует каждая мразь, собирая валежник охапками, вдоль народной трубы притаясь. И в зубах, ковыряя вилками, вы на кухне весь мир плели. Измеряли доходы бутылками и крутили махорку в рубли. Пробивая приличия скрепами, как и прежде нуждаясь в царях, и с безумными синими репами поклонялись в продажных церквях. Вы гордились ракетными пусками, собирая в лохмотьях грибы, и кричали веками «Мы русские», а в ответ доносилось «Рабы». Вот такое вот стихотворение. Всех с Рождеством и самое главное пожелание победы Украине. Слава Украине, слава вооруженным силам Украины, слава героям. Все будет Украина. Молдова, Кишинев.
Привет, Украина из Швеции. Держитесь, мои хорошие. Все будет Украина. Сил вам всем. Терпения, здоровья и Божьего благословения. А насчет глаз узких, я тоже русский, только глаз узкий. Ну, вот такой вот каламбур. Приветствуем всем сердцем. Вчера в канун Рождества в Кишиневе на открытии национальной арены выступала группа «Океан Эльзы». Тысячи людей в поддержку Украины. Сама президент Санду, многие из них с украинскими флагами. Некоторые отдельные, одетые в украинскую национальную одежду. Национальный телеканал Молдовы транслирует новости и на украинской мове. Это то немногое, чем мы, жители Молдовы, можем отблагодарить за ваше мужество и несломленный дух. Благодарим за то, что вы защищаете не только свою страну, но и нашу. За то, что вы защищаете не только свое Рождество, но и наше. За ваше будущее и, несомненно, и наше. Все будет Украина. Спасибо за информацию. Слушаю всегда до конца, до последнего слова. Верим в вооруженные силы Украины. Победа за нами. Слава Украине уже как девиз. Как наш девиз. Думаю, отвечаю, героям слава, храни нас Господь, да и будет мир в Украине. Вот такое вот пожелание из Молдовы, из Кишинева. Вот такие вот комментарии, приветствия и пожелания прозвучали в сегодняшнем видео. Ну, а мы на этом будем заканчивать. Я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Я приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Отдельная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей поддержке у меня есть возможность доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!